Через Ads Manager вы можете рекламу настраивать не только в Instagram, но и в Facebook. И в этом видео хочу вам показать, как настроить рекламу с переходом в Messenger. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу. У меня есть курс «Рост и продажи через таргет». Также ко мне можно записаться на консультацию по настройке рекламы. А если у вас проблемы с креативами, то вы можете прямо сейчас приобрести мой курс «Продающие креативы с помощью искусственного интеллекта». Все ссылки я оставила под этим видео. Итак, для того, чтобы вам настроить рекламу на Фейсбуке с переходом в мессенджер, вам подойдет цель вовлеченность. Вы здесь нажимаете на цель вовлеченность «Продолжить». И, соответственно, вы попадаете в окно. Именно на втором этапе вы можете выбрать места назначения. То есть вот места назначения для сообщений. И здесь я выбираю вручную. Например, я хочу, чтобы реклама шла только в мессенджер. То есть вот я выбираю мессенджер, и после этого я могу здесь еще внизу отредактировать места размещения. Если выбирать автоматически, это означает, что алгоритм, искусственный интеллект, он показывает рекламу везде, а переход идет в мессенджер. Но, например, если я хочу, чтобы реклама моя показалась только на Facebook, то я тогда убираю Instagram, оставляю, например, только Facebook и только мессенджер. И здесь я могу уже решить, что я оставлю: истории и видео Reels, вот там рекламу инстрим для видео, или я все же, например, у меня если фотомакет, то я, например, отключу здесь, чтобы реклама не показывалась там, где показывается видео. И, например, я не хочу рекламу показывать в Reels, я хочу, например, только показывать в ленте. То есть здесь вы можете уже выбирать, где вы хотите, чтобы реклама показывалась, и она будет у вас идти в мессенджер. И, соответственно, здесь на третьем этапе вы можете увидеть также конструктор чатов, то есть человек пишет вам с рекламы в мессенджер, и, соответственно, вы можете ему настроить сразу автоответ, либо можете, например, использовать здесь какое-то кодовое слово, например, исправив этот шаблон. То есть вы можете оставить человеку и задать ему какие-то вопросы, то есть, соответственно, человек вот так вот будет видеть вашу рекламу и будет просто нажимать на кнопку, и, соответственно, вы можете здесь автоматический ответ к каждому вопросу настроить. Либо вы, например, можете удалить все эти вопросы и оставить какое-то одно кодовое слово, которое вы хотите, чтобы человек написал, например, там «ананас». И автоматический ответ, типа «Супер, ты верно написал, дарю тебе гайд, вот смотри, он есть по ссылке». То есть таким образом вы автоматизируете свою рекламу, человек пишет вам что-то и сразу получает ответ, не дожидаясь, когда же вы зайдете в мессенджер и ему что-то ответите. Конечно, это больше технически, да, какие есть возможности, то есть что вам выбрать и как это будет выглядеть, но более детально, как настроить рекламу, какие интересы выбирать, как обходить ловушки мета, которые везде мета установила для того, чтобы с вашей карты больше бюджет тратился, а результат вы не видели. На самом деле реклама — это не просто про нажатие на кнопки. Нажимать на кнопки — это не так сложно, а сложнее всего продумать, что запустить в рекламу для того, чтобы это реально работало. То есть продумать воронку в блоге для того, чтобы человек с рекламы проделал какой-то путь. И это не просто вы запустили рекламу под настроение, а это реально обдуманный путь. И вы, допустим, собираете какие-то переписки, либо переводите людей еще куда-то. То есть у вас в голове прям все по полочкам. И вот как раз по полочкам мы все раскладываем на курсе «Рост и продажи через таргет». Этот курс для владельцев бизнеса, которые хотят разобраться с рекламой и хотят обдуманно запускать что-то в рекламу. Также этот курс подойдет как повышение квалификации для таргетологов, SMM-специалистов, филсмейкеров, то есть те, кто хотят углубить свои знания в продвижении блога и добавить услугу запуск рекламы, либо усовершенствовать свои навыки после прохождения базового курса. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. С вами была Галина Горбань.